Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня мы будем с вами смотреть расклад про вашу жизнь, про значимые события в вашем прошлом и про ваше будущее. И, конечно же, немножко про настоящее. У нас будет два варианта. Вот такой красивый розовый шарик и вот такая красивая шкатулка, сундучок с подарками. Выбирайте тот вариант в тайминге, который привлекает ваше внимание. Клацайте на цифру 1 или на цифру 2. Работать будем на колоде Аркус Арканум. И будем использовать вот такие послания от лосося в качестве рекомендациона. Будем смотреть, что он нам рекомендует сделать. Вот, пока я достаю колоду, можете нажимать на тот вариант, который вам интересен больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрали вот этот красивый, чудесный шарик, на нем так приятно смотреть на закат, солнце отражается. Давайте будем начинать с вас. И начнем мы с вопроса, какое было значимое событие в вашем прошлом. Сразу у меня выпадает колесница. Значимое событие в вашем прошлом – это, безусловно, отъезд. Это отъезд, это поездка к каким-то светлым берегам. Может быть, у кого-то командировка, может быть, у кого-то переезд. Может быть, у кого-то какие-то перемены значимые, которые вы, собственно, инициировали. Ну, как инициировали? Инициировали ли вы — большой вопрос, потому что колесница говорит нам о том, что события сложились в вашей жизни так, что вам пришлось куда-то ехать. Пришлось куда-то ехать, и после того, как вы поехали, уже, собственно, все и завершилось. И одновременно с этим завертелось снова. Поэтому здесь тема, какая-то тема про дорогу. Вот мы эту дорогу выложим здесь, пусть она у нас лежит по центру. На дне колоды у нас маг, то есть находитесь вы сейчас в очень интересной, может быть, даже для кого-то непростой жизненной ситуации, которая требует от вас внимательности, концентрации на решении каких-то задач, на принятии каких-то решений. И однозначно у нас тут тема формирования будущего, да, тройка жезлов. Ну, собственно, давайте смотреть. Вот со значимым событием мы разобрались. Что это событие открыло в вашем будущем? Что это событие открыло в вашем будущем? Это событие в вашем будущем открыло полное крушение всех ваших ожиданий, фантазий, представлений о своей жизни. Это событие открыло перед вами какую-то никчемность, наверное, жизни как таковой. То есть вы вдруг как будто увидели, что нечто важное в вашей жизни, чему вы придавали большое внимание, что-то такое, в чем вы купались, что вы считали очень близким себе. Это могут быть люди, это могут быть какие-то события. Оказалось, в общем, что все не так, как оно выглядело. Что все гораздо, в общем-то, хуже. Да? Потому что жизнь убрала все излишки, которые вы считали близкими или какими-то подходящими, и оставила вас вот ровно в тех условиях, в которых вы когда-то, возможно, начинали все с чистого листа. Что сейчас в вашей жизни требует отпускания? Гнев, злость, агрессия, желание доказать всем свою правоту, желание доказать всем свою точку зрения, желание как-то, может быть, победить в каких-то словесных баталиях, может быть, в реальных каких-то жизненных ситуациях. Рыцарь мечей здесь несет нам вечную истину о том, что иногда лучше не тратить время на конфликты, на доказательства чего бы то ни было, вообще отойти от этого и сконцентрироваться на каких-то других вещах в своей жизни. Какие возможности в вашей жизни сейчас открываются? Смотрите, какая карта. В колоде Аркус Арканум это дополнительная карта. Она не имеет ни названия, ни номера. Такая вот оракульная, которая фактически показывает нам творение нового мира. Да? Здесь Ураборос, который вращается с этой чудесной женщиной. Символы всех стихий у нас находятся. То есть сейчас в вашей жизни открываются все возможности. В каком-то смысле для многих из вас открывается вообще новая другая жизнь, о которой вы, может быть, даже и мечтать не смели в каком-то смысле. К чему вы должны готовиться уже прямо сейчас? К чему нужно готовиться уже прямо сейчас? Папа. Во-первых, кому-то готовится к браку, к семье, кому-то готовится к повышению своего авторитета и репутации, в том числе к повышению по карьерной лестнице, да, то есть к работе, которая будет выше,
той должности, которую вы занимаете сейчас. То есть будет расти сфера вашего влияния. С другой стороны, готовиться нужно к встрече с каким-то человеком, который либо благословит вас, так сказать, на некие новые начинания, либо откроет перед вами какие-то новые дороги. В общем, сообщит вам некую новость, известие, что-то такое, что будет касаться вашего будущего. Дескать, двери открыты, иди и твори. Когда эта ситуация настанет? Когда она настанет, когда она придет? Восьмерка Пентаклей. Восьмерка Пентаклей, я так думаю, что она придет уже, в принципе, совсем скоро. Придет она в этом году. Для многих, наверное, она придет на исходе года, когда, может быть, или год будет уже завершаться, или, может быть, будет завершаться какой-то определенный цикл. Но здесь у нас, видите, восьмерка имеет ярко развитые 4 сектора, которые говорят нам, с одной стороны, про осень, с другой стороны, говорят про полноту чего-то, да, то есть это может быть конец месяца, это может быть, не знаю, какой-то срок, который приурочен или связан в вашей голове с концом, да, с чего-то. Ну, допустим, как вот мы работаем, нам зарплату платят на работе, и мы понимаем, какого числа у нас будет зарплата. Вот, может быть, в эти даты. Но вообще история про осень, про конец года и про конец периода. Так как здесь 4 квартала, повторюсь, да, то есть 1, 2, 3, 4, это тема какой-то полноты. Но в том числе мы знаем, что в месяце у нас есть еще и 4 недели. Поэтому, может быть, у кого-то из вас это событие произойдет через 4 недели или на исходе 4-й недели, я бы даже сказала, на исходе 4-й недели, или на исходе 4-го месяца или 4-го квартала. Но в этом году должно свершиться это событие в этом году. Предстоящие трудности. Будут ли они вообще в вашей жизни? Какие-то предстоящие трудности. Восьмерка жезлов. Не будет никаких трудностей. Все будет идти легко, как по маслу. Ну, может быть, единственная какая-то трудность будет, что надо куда-то будет экстренно, опять же, собираться и куда-то экстренно ехать. Может быть, трудность будет только в этом. Каких успехов вы достигнете вот в ближайшее время? В ближайшее время. Не знаю, какое ближайшее. Давайте обозначим, не знаю, несколько месяцев. Девятка жезлов. Главный успех, что вы достигнете той цели, за которую вы боролись. Вы достигнете какого-то результата, который был для вас важен. Может быть, в этом результате ключевую роль играли не вы, а какой-то другой человек. Но мне хочется здесь, в этой карте, сказать, что ключевую роль в этом деле, о котором идет речь, играл мужчина. Женщина была на вторых ролях, как помощница, соратница. Вот. Может быть, здесь история не про мужчину, не про женщину, да, может быть, история про то, что ваш начальник играл ключевую роль, и вы выполняли его какие-то поручения, да, или если речь идет о каком-то бизнес-партнерстве, то тот партнер, который в бизнесе играл значимую роль, он и в этой ситуации, которая случится с вами в контексте достижения какого-то события, тоже сыграет ключевую роль. Вот. А что же это будет в итоге? Что это будет за главный такой успех для вас? И у нас выходит 13-й аркан, который говорит, что главный успех для вас в этом деле, что действительно завершится все. Какой-то этап значимой жизни завершится, какое-то прошлое. Одна карта у нас осталась, давайте уточним. Пятерка. Завершится этап безденежья, какой-то неустроенности, какой-то, знаете, такой вот жизни неприкаянной, может быть, когда и с деньгами сложно, и с работой непонятно, и с личной жизнью какой-то катарсис тоже происходит. Вот эти вещи все завершатся. И вообще, в принципе, глядя на эту пятерку кубков и глядя на эту смерть, которая у нас вышла, я могу сказать, что, в принципе, вся ваша жизнь, вот такая, какая она есть сейчас, такой, какой она была раньше, вот этот весь период, он закончится. Все. Вы находитесь на пороге чего-то большого, грандиозного в своей жизни, того, к чему вы долго стремились, того, куда вас выбросила жизнь. Потому что, опять же, история про колесницу рассказывает нам тему про то, что вы вырвались не потому, что вы очень сильно хотели сами, а потому что сложились благоприятно для вас обстоятельства. Но так как колесница у нас еще история про войну в том числе, может быть, и война в каком-то смысле способствовала тому, что вы вырвались из привычных обстоятельств. И несмотря на ваши переживания по поводу утраты вашей прошлой жизни, впереди вас ждет только хорошее. Поэтому, пожалуйста, верьте в это и не опускайте руки. Давайте посмотрим теперь рекомендацион. Что же нам скажет лосось в ответ на этот такой чудесный, по моему мнению, расклад? Что нам здесь расскажет лосось интересного для вас? И вот лосось у нас, набирай высоту. Ну, смотрите, какая прелесть. Да? То есть лосось говорит, не принижай планку.
Не соглашайся на меньшее. Ставь грандиозные цели перед собой. Ставь какие-то высокие, рисуй перед собой горизонты и иди вперед, потому что именно там тебя ждет какой-то успех. Да? Что ты будешь подниматься выше, выше, выше. И в конце концов вообще забудешь о том, что у тебя было. Потому что будет у тебя совершенно новая, другая жизнь. Вот такая чудесная история, ребята. Так что я вам всем желаю удачи и успеха. Обязательно приходите к нам учиться. Записывайтесь на консультации. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Давайте смотреть вашу историю. Начнем мы с вопроса, какое значимое событие в прошлом было в вашей жизни. Такой поворотный момент. Да? Что это был за поворотный момент вообще? Что там было такого интересного в этом поворотном моменте? У нас выходит королева мечей. Очевидно, что здесь встреча с какой-то женщиной. Или, если это вы женщина, то значит, ваша какая-то самодостаточность стала поворотным моментом. Может быть, у кого-то бракоразводный процесс в том числе стал поворотным моментом, потому что королева мечей у нас все-таки символизирует женщину, которая, ну, немножко находится одна. Ну, немножко. На дне колоды у нас колесница, встреча с женщиной, вероятнее всего, какая-то поездка в том числе стала для вас поворотным моментом в вашем прошлом. Вот, в начале колоды десятка мечей. Вот, ваш крах жизни, всего, крах в работе, крах в отношениях привел в конечном итоге к кардинальным переменам и к встрече с какой-то женщиной. В том числе, если, я повторюсь, если женщина – это вы, если вы женщина, зрительница, значит, эта история про вас. Да? Вы освободились от чего-то, полностью очистились, остались наедине с самой собой. И вот это ваша сила, внутренняя уверенность, какие-то бескомпромиссные решения и стали поворотным моментом вашей жизни. Что это событие открыло в вашем будущем для вас? Что оно открыло? Ну, с одной стороны, смотрите, Луна вышла, открыла иллюзии, да, открыла портал вот во все ваши страхи какие-то, во все ваши переживания. А с другой стороны, в этой колоде Луна еще раскрывает такой очень удивительный акцент, касающийся нашего бессознательного и наших сновидческих состояний, медитативных каких-то историй. Это событие в вашем прошлом открыло в вашем будущем некий портал. В буквальном смысле портал, в котором вы можете черпать информацию, которая приходит к вам либо в сновидениях, либо в медитациях, либо через какие-то пси-практики другого плана. Плюс Луна – это не только карта обмана, махинаций, иллюзий, фантазий бессмысленных каких-то пустых. Луна – это еще карта какой-то очень глубоко спрятанной идеальной мечты, идеальной фантазии, смутной, да, когда вы не можете ее описать конкретно словами, когда у вас есть размытые образы чего-то, что вы видите, и что потом в конечном итоге может иногда в вашей жизни материализовываться. Все эти вещи, они сопряжены с удивлениями, со страхами, с переживаниями, с непониманием, что происходит и куда идти. Но это такой очень мощный переломный момент, который в вашей жизни сейчас открывает массу внутренних ваших ресурсов, каких-то жизненных ситуаций, событий, которые вы уже когда-то давным-давно предугадывали или предчувствовали. То есть ваше будущее фактически в вашем будущем, такая вот тавтология, начинает воплощаться в жизнь. Что вам нужно сейчас отпустить? Что нужно отпустить из вашей жизни? Семерка пентаклей. Отпустите все, что у вас не получалось ранее. Завершите какие-то нерешенные финансовые вопросы, перестаньте о них думать. Вообще перестаньте переживать из-за того, что у вас не хватает денег, перестаньте переживать, что вы неудачник или неудачница, и у вас ничего не получается. Вообще перестаньте надеяться на то, что люди войдут в ваше положение и поймут вас. И перестаньте принижать себя саму или себя самого, то есть свои таланты, способности и достоинства. От этого надо отойти полностью, отпустите это. Какие возможности перед вами открываются сейчас, в вашем будущем? Какие возможности? Колесо фортуны. Ну, в буквальном смысле большая колоссальная удача. То есть резкий такой прогрессивный рост вверх, положительные перемены. Жизнь закрутит какую-то такую череду событий в вас, что вы будете шокированы, приятно удивлены. Это у кого-то иммиграция, у кого-то просто какие-то переезды, у кого-то исполнение желаний. Но давайте доп достанем, жрица. То есть здесь открытие каких-то неожиданных, опять же, внутренних
талантов, ресурсов. Здесь приезд какой-то женщины, опять женщина у нас, приезд какой-то женщины, да, обретение, может быть, какой-то женщины, какой-то соратницы, какой-то, не знаю, спутницы, человека, которому вы сможете всецело доверять, человек, который всецело будет предан вам и который будет помогать вам в этой жизни чего-то добиваться. Здесь невероятная какая-то история про себя саму или про себя самого, когда откроются неограниченные ресурсы, настанет успокоение прежде всего, когда вы поймете суть вещей внутри вас. Открываются какие-то новые возможности, которые касаются обучения в том числе, изучения чего-то. К чему вы должны готовиться уже сейчас? К чему? К исполнению своих желаний. Вот любую мечту, которую вы перед собой представляли, вот и готовьтесь к этим мечтам. Безусловно, здесь будет встреча. Вот как вы ее себе представляли, как она произойдет, эта встреча случится. Готовьтесь. Зададим вопрос, когда вот это придет, когда это наступит. И у нас мир, да? Красивая история. Это, скорее всего, опять же, конец года у кого-то. Конец года, начало года следующего. Может быть, у кого-то здесь конец месяца и начало месяца следующего. Не могу сказать про неделю. Здесь абстрактно у нас, судя по этому Ураборосу и Лемнискате, безусловно, фигурирует некая история про знак бесконечности. Но и здесь вообще очень много символики на этой карте. Я бы все равно сказала, акцентируйте внимание на цифре 8,2. 8,2, может быть 28, может быть 2 или 8. Да, у кого-то здесь будет 18, 12, в общем 18, 12, 28. Но это конец года. Мир у нас всегда классически символизирует этап, период конец года, и в том числе конец месяца. То есть завершается какой-то определенный цикл. Вот. И может быть зима, может быть в том числе весна, если мы не касаемся периода календаря, а смотрим сезон. То есть это будет уже вот, скоро совсем. Совсем скоро. Будут ли еще какие-то трудности в вашей жизни? Вообще, будут ли еще какие-то трудности в вашей жизни? 8 кубков. Я так думаю, что все трудности в вашей жизни закончились. Здесь будет уход от всех трудностей и вообще начало новой жизни. Вот, никаких трудностей я здесь не вижу. Здесь начало новой жизни. Но, опять же, смотрите, у нас карта поездок. Поездка, поездка, поездка. И раз уж у нас здесь вышла 8 кубков, я рискну предположить, что, может быть, главная трудность – это поездка. Куда-то надо будет доехать или выехать откуда-то, да? То есть добраться до какого-то места, но не то чтобы добраться до пункта назначения, а просто вот контекст выезда, выехать. Вот, может быть, и в этом будет главная трудность. Каких успехов вы достигнете? 9 жезлов. Безусловная, безоговорочная победа. Смотрите-ка, у нас в первом варианте тоже вышла эта карта. И, по-моему, так на такой же вопрос, ребята. Посмотрите, на всякий случай, первый вариант, пожалуйста, еще. Вы достигнете, главного успеха. Вы сможете защитить то, что для вас являлось принципиально важным. Сможете поставить точку в каком-то деле, сможете доказать самому себе или самой себе, что вы чего-то в этой жизни стоите. И, собственно, завершите какой-то этап работ, именно работ. Это карта работ, карта того, что мы делаем. Какой-то этап работ вы завершите. А чего конкретно будут касаться эти успехи? Эти успехи будут касаться, возможно, каких-то документов. Это могут быть какие-то документы, какие-то споры, может быть, оформление каких-то бумаг, какая-то, знаете, как восстановление некой вот справедливости. Что-то сделается так, как оно должно быть. Вот будет так, как должно быть. Ну и еще последняя карта у нас здесь, это 7 мечей. То есть какой-то очень креативный ход, который вы в своей жизни уже использовали, вот для достижения этого дела, будет, видимо, завершен. То есть он окажет влияние на вашу жизнь, на то, что вы делали, какое-то хитрое, нестандартное решение, может быть, да, какое-то вот обойти систему, скажем так. И этот ход окажет на вас влияние и принесет вам долгожданный результат. Вот такая история. Ну и давайте посмотрим рекомендацию на лосося, что нам скажет лосось, что вам нужно делать сейчас. На чем нужно концентрировать свое внимание.
Так, а лосось нам говорит, как до жирафа. Как до жирафа. Высоко. Интересно. Слушайте, наверное, я бы сказала, что вы должны не стесняться какой-то вот своей инаковости. Вы должны свою индивидуальность очень как-то вот ярко демонстрировать в этом мире, не стесняться ее, не бояться ее. То есть вы человек, ну, который точно отличается от других людей во многом. И у вас есть, видите, у нас карта пары. Здесь у нас два жирафа, самец и самка. То есть, во-первых, это карта парная. Она говорит вам о том, что ищите своих в окружении, в своей жизни. Будьте только с теми, кто действительно похож на вас, потому что ни с какими другими людьми у вас ничего не получится. А с другой стороны, как до жирафа, эта история, как, да пофиг мне, никакие проблемы вас вообще не коснутся. То есть ведите себя так, что все хорошо, ни о чем не переживайте. Вообще, в принципе, потому что ничего вам не может здесь повредить, да, спишь на ходу. Ну, засыпайте, идите спокойно по течению, не переживайте, никакие, не надо вам волнения, треволнения, у вас все нормально. История работает, машина работает, поставь на зарядку, то есть отдыхай больше, говорит эта карта, да, больше отдыхай, наслаждайся своей жизнью, и здесь у нас завертелось, все, события начинают работать. События начинают работать, ребята, совсем скоро вас ждет успех и удачи. Так что берегите себя. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Приходите к нам учиться, приходите на консультацию. Будем искать выходы из ваших жизненных ситуаций. Пока-пока и до новых встреч.